что посмотреть на Шри-Ланке туристу самостоятельно. Шри-Ланка по-настоящему удивительная страна, которая с каждым годом привлекает все больше и больше туристов. Невероятно обширный выбор, что посмотреть на Шри-Ланке. И первое – это Сигирия. Это место считается одним из самых посещаемых на острове. Помимо пляжной зоны, высота скального плато составляет 370 метров. На ее вершине в V веке расположилась резиденция кандийского царя Кассапы. Анурадхапура является одним из главных древних городов Золотого треугольника Шри-Ланки. На территории примерно 20 квадратных километров есть остатки храмов, дагопы, местные ступы всевозможных размеров и степеней, статуи Будды и древние дерева Бодхи. Киты в Мириссе, китовые сафари. В последние годы сафари на китов считается одной из самых запрашиваемых экскурсий не только среди туристов, но и местного населения. Понаблюдать за китами можно в некоторых городах, но самой популярной точкой является Мирисса. Сезон начинается с ноября и длится до апреля. Дамбула. В Дамбулу приезжают, чтобы увидеть древнейшие фрески на вершине холма в Золотом храме, а перед подъемом вас встречает новый музей буддизма с огромным золотым сидящим Буддой. И если верить табличке у входа, то это самый большой сидящий Будда на Шри-Ланке, но не самый старый, ему всего 70 лет. Пик Адама. Его высота 2243 метра. Гора получила известность благодаря красивым пейзажам, закатам и рассветам, которые открываются с ее вершины. Миллионы туристов ежегодно поднимаются сюда, чтобы насладиться невероятными красотами по пути и на самом пике. И, конечно же, пляж Хикадува и Черепахи. В Хикадуву стоит обязательно приехать, если вы любите океан, волны и увлекаетесь серфингом и хотите посмотреть на огромных морских черепах в естественной среде. В Хикадуве часто можно встретить русских туристов. Здесь работает несколько кафе с привычной едой, есть русскоговорящие гиды. Это самый популярный пляжный курорт острова не только у наших соотечественников, но и путешественников со всего мира. Канди – второй по величине город и культурная столица Шри-Ланки. Канди привлекает тысячи паломников и сотни туристов в священный храм Зуба, даже несмотря на то, что увидеть сам Зуб получится едва ли. Кроме этой главной достопримечательности, здесь есть и Королевский дворец, и множество храмов – индуистских, буддийских и даже христианских. В самом городе и его окрестностях, а также живописное озеро. Полоннарува. Полоннарува и Анурадхапура очень похожи между собой масштабами и смыслом. Обе в свое время были столицами острова, и теперь и там древние руины и священные для буддистов места. Но в Анурадхапуре больше ступ, а в Полоннаруве больше остатков храмов и статуй. Чайные плантации в Хапутале. Можно ли рассказывать о Шри-Ланке и ни разу не вспомнить о том, чем был известен Цейлон до туристического бума? Конечно, речь о чае. Самым живописным местом для знакомства с чайными плантациями является Липтонс Сид. Ботанический сад Пирадения. Это один из лучших ботанических садов Азии. На территории парка протекает самая большая в Шри-Ланке река Махавели. На месте парка в XIII веке были расположены королевские сады, что со временем переросли в национальный ботанический сад. Друзья, если знаете, какие еще есть красивые места на Шри-Ланке, напишите в комментариях, подписывайтесь на канал, чтобы ничего не пропускать.